2 июня 2010 год. Под покровительством старого доброго Mail.ru рождается новый фри-то-плей шутер от первого лица, и его название Crossfire. Эта игра занимает особенное место в моем сердце. Я не представляю, сколько часов я слил в нее, а также денег. Боже мой, какой pay-to-win игрой она была. Понимаете, зайти после школы, катнуть партеечку КБ на Мехико, а после этого выживание на грузовом судне, вот это было что ни на есть кайф. Но, к сожалению, все хорошее рано или поздно кончается, и проект в 23 году был закрыт навсегда. Лично я перестал играть еще, наверное, в году в 18-м, потому что она невероятно устарела. И зачем мне играть в Crossfire с графикой и геймплеем уровня CS 1.6, когда есть более лучшие варианты? Взять, к примеру, хотя бы тот же CSGO. Но сейчас, когда на дворе 26-й год и меня ударила невероятной силы ностальгия, я решил вспомнить, так сказать, молодость и сыграть на других версиях Crossfire, ведь все же закрыт был только русский, а другие бодрствуют и живут как никогда прежде. Это я, конечно, слегка преувеличил, но да ладно. Давайте-ка посмотрим, что из себя представляет Crossfire в 26-м году. Вспомним, чем эта игра привлекала стольких людей и есть ли смысл играть в нее сейчас. С вами, как обычно, Фейми, лайк, подписка, а мы начинаем. И начнем мы с фанатского русскоязычного проекта Crossfire RPO или RPO Fire. Боже, какая у меня ностальгия из-за этого античита, который сейчас запускался. Как давно я этого не видел. Жесть. Заходя в игру, нас встречает довольно интересный арт игры и окошко для логина. Музыка максимально эпичная. Да в смысле? Я пароль пытался вспомнить. Боже, этот интерфейс. А музыка, которую долбит, это не оригинальная музыка. Я не знаю, что за музыка сейчас херачит. В игре, конечно, многое изменилось. Всякие различные новые механики, интерфейс. Но и, конечно же, благодаря тому, что мы играем на неофициальном сервере, нас просто закидали донатным оружием. Хотя и то временным. Но из плюсов игра нас радует бесплатными купонами для крутки капсул. А для тех, кто не шарит, капсул это что-то вроде кейсов CS. Но только вместо скинов на оружие ты получаешь виды оружия. Хотя, конечно, скины тоже существуют. Давайте вот это покрутим. Бесплатный купон. Поехали. Так, можно силу вращения. Я помню, как люди придумывали стратегии. Типа, насколько надо крутить, при какой чаще выпадает и тому подобное. Хотя все это, по идее, тотальный скам и вообще ни на что не решает. Да, ну выпади, ну умоляю, последняя капсула, давай, последняя капсула. Есть! Выпало с последней. Я не знаю, подкрутка это или нет, но удача на нашей стороне. Преисполнившись китайской народной музыкой и получив новую крутую эмку, я еще немного порыскал по магазину и понял, что я готов к своему первому матчу за многие-многие года. Ребята, я будто домой вернулся. Первый килл, поехали. Фу, я аж напрягся, у меня аж все сжалось. Первые впечатления были интересными. Что это было? Этот проект реально вызвал у меня положительные, приятные эмоции. Даже минусы, такие как проблема с регистрацией попадания, которые были еще в оригинальном Crossfire, не вызывают никакого негатива. Хотя, конечно, баг с биндом клавиш нормально меня выбесил. Почему я снова вот так быстро мышкой двигаю? Дымовая завеса. Почему я двигаться не могу? Подожди. Вперед, назад, влево, вправо. Выстрел. Окей. Все, почему? Почему он перебиндилась, блядь? Стоп! Я хожу налево, когда стреляю, я-то думаю, что не так. Почему, блядь?
Почему? Почему я хожу налево, когда стреляю? Тут нету дополнительной клавиши. Я-то думаю, что меня, блядь, несет в сторону, блядь, как будто меня толкают. На этом сервере тебе куда проще жить, не вкладывая баснословные деньги. Напоминаю, что в оригинальном Crossfire броня, шлем и саперный набор продавались за реальные деньги. Представьте, чтобы нечто подобное было в КС. И это только небольшой пример. Конечно, игра сильно видоизменилась за те года, что я в нее не играл, но это все еще тот самый Crossfire, который я помню. Мы просто зашли, унизили, получили старшего сержанта сразу же. После ошеломительной победы, показав местным задротам, кто здесь настоящий папочка, я решил пойти сыграть в выживание. Так, из минусов я все еще хожу налево, когда стреляю. Давай по умолчанию. Но все равно я сбросил по умолчанию, он ходит влево. Но вы издеваетесь. Все еще двигаясь налево при каждом клике мышки, я уверенно вырезал врагов, как и свои смерти с футажа. Но, к сожалению, команда оказалась слишком слаба, а как известно, один в поле не воин. Миссия провалена. Победил Blacklist. Ну и как я мог обойти мимо старый добрый Мехико? По моему мнению, и, наверное, по мнению большинства, это самая лучшая сбалансированная карта из существующих в игре. Сколько воспоминаний только от одного вида этой карты приходит в мою голову. Сюда. Оп. Давай. Хорошо. Играя на данном проекте, я будто, хоть и ненадолго и с небольшими условностями, но вернулся в те самые времена. Времена, когда мир был проще. Игра все еще остается такой же неактуальной, такой же дисбалансной. У нее все такие же сетевые проблемы, в нее просто больно играть. Но у нее все еще есть та самая душа, те самые люди и комьюнити, которая поддерживает проект. И хоть официальный проект закрыт навсегда, хорошо, что есть такая альтернатива. А следующим и на сегодня последним проектом будет официальный европейский сервер Crossfire. Я помню, что этот сервер казался круче СНГшного, там как минимум были капсулы за очки, чего только это стоило. А как меня поражало то, что оружие, которое у нас было за донат, у них свободно продается в магазине за внутриигровую валюту. Но даже так наш сервер все равно казался каким-то более родным, что ли. Давайте взглянем, что из себя представляет Crossfire West в 2026 году и сильно ли он отличается от того, что было на фанатском русскоязычном проекте. Так, ну сразу видно, что здесь экран выбора ника и персонажа более свежий. Там был такой классический старый добрый. Здесь уже как-то иначе все выглядит. Ну, ой-ой-ой. Не, вот это ощущается как Crossfire 2.0. Игра на старте выдала мне сундуки с рандомным оружием и предметами, что достаточно неожиданно, но, конечно же, приятно. Но все же с тем, что давали на RPO Fire, это не сравнится, хотя, может, оно и к лучшему. Далее я занялся изучением магазина, который был на самом деле наполнен неплохим оружием, а также новыми скинами, которые по сравнению с тем, что мы имели раньше, выглядят, ну, на самом деле круто. Ой-ой-ой, ее здесь можно навсегда получить. Я помню, что вот эта штука была как утешительный приз. Нам надо сержанта апнуть. Вот вы, конечно, ну да, это чтобы аккаунты не создавали просто бесконечно. Я уже думал покрутим. Разочаровавшись такой жестокой несправедливостью, я не придумал ничего лучшего, кроме как пойти и апнуть ранг. Не, ну это уже не смешно, подожди. Окей, мы можем, как старый добрый, да? Окей, все, боже. Для чего это вообще было? Я просто 8 минут или сколько там просидел просто так, с кайфом.
Взяв в руки мощное оружие с крутым подствольным дробовиком, я уверенно ворвался в эту катку, и, что стоит заметить, игра ощущается куда плавнее и отзывчивее. Почему я первый раз, заходя к вам, имею вот это вот, такой КД? Почему? Ладно, давайте из принципа попробуем кого-то кокнуть с этого дробовика. Ну, типа, концепция прикольна, да, что у тебя вот есть в пушке дробовик. Но убить кого-то с него, ну это я не представляю. Бля! Игра ощущается в разы свежее по сравнению с предыдущим проектом. Есть новые иконки убийств, как, например, за Quickscope. Есть итоги раунда, где показывают МПП и другие достижения команды. Есть стикеры для чата. И это только первое, что я заметил, зайдя в самый обыкновенный КБ. В общем, впечатление у меня очень даже положительное, но давайте теперь перейдем к самому интересному. Классический Crossfire, который добавили как отдельный режим в Crossfire West. И это звучит, правда, очень интригующе. Так, давайте попробуем классик. Вот это супер интересно. О-хо-хо! Окей. А тут вообще никто не играет. А это музыка! Это музыка! Не, это невероятно круто, на самом деле, что они добавили нечто такое. Ой-ой-ой. Это музыка. Вы не представляете, она просто чешет вот какой-то вот особую часть моего мозга сейчас. Я не верю просто. Это музыка. Два человека несчастных сидят. Я кикнули нахуй просто. Знаете, печально даже. Я, если честно, думал то, что здесь онлайн, вот в классическом Crossfire будет даже больше или примерно такой же, как в основном. Да, к сожалению, классический Crossfire оказался никому не нужен. Оказывается, бегать со скинами девочек в мини-юбках и вип-оружием людям куда интереснее. Но только я успел загрустить, как заметил то, что не бросалось мне в глаза ранее. Мастер паркур мод. Я сразу даже не заметил. Я думаю, все хоть раз натыкались на видео, где громко клацающий по клавиатуре китаец проходит паркур в Crossfire. Скажу честно, я когда первый раз увидел это видео, даже не понял, что это был Crossfire. Я просто не мог поверить, что игра превратилась в это. Но ничего не поделаешь, время идет и аудитория меняется. Давайте-ка глянем, что из себя представляет этот режим. Ой, о нет. О нет. Что за звук дресты сейчас был? Ладно, поехали. Ёпта. Как зонтик использовать? Я так понимаю, если я буду падать, я смогу его включить. Сюда. Спидап. Его на 7 надо использовать, да? Флаг это, походу, чекпоинт на F. Ну, пока просто. Пока просто. Йоу, what the fuck? За что? За что? Должны быть бонусами, а не дебафами. Базука. Нет! А знаете, это на самом деле забавный режим, особенно учитывая, что ты можешь играть с друзьями, соревноваться с другими игроками на время и просто испытать себя. Crossfire понемногу в какой-то Roblox превращается, если честно. Ой-ой-ой, вот это выглядит нормально. Фу! F? По-моему, я его криво поставил немного, да? Нет! Г! Нет! Шо? Оп, да, нет! Зонтик! Зонтик! Очень много дебафов. Нет! Нет! Не знаю, челы, если вы очень сильно захотите, то может на каком-нибудь... Не, вряд ли на стриме, конечно, то может быть я в это еще когда-нибудь поиграю, но это смешно.
Нет, ладно, все. Уходим. Я могу за карту упасть, да. Все, ребята. Меня тпшнуло назад. После такого интересного экспириенса я пошел попробовать еще один новый режим, где добавлена механика нокаутов. И скажу прямо, хуйня та еще. И ни одного фрага. Охуенно. Режим абсолютно не сбалансированный и топорный. Я вообще не выкупил, для кого он создан и зачем. Как и очередная версия режима заражения, который представляет из себя... Сложно даже описать этот режим. Лучше смотрите сами. Ну иди сюда. Я помню, что ты... То есть мужик, упав за карту, превратился в женщину, а пока я ее атаковал, мой тиммейт каким-то хреном сменил сторону и стал еще одним мужиком. Что происходит? Я вообще ничего не выкупил. Я никогда особо не был фанатом этого зомби-режима, или режима заражения, как его тут прозвали, но эта версия переходит, по-моему, все границы. Может, кому-то такие нововведения и нравятся, но я лично этого не понимаю. Ну и закончив этот прекрасный матч, я получил новый ранг и новые коробки, которые в этот раз оказались пустыми. Вы можете выбрать 0 из 0 наград. Спасибо. Спасибо большое. Ну а с нашим новым рангом можем начать лудома... То есть крутить капсулы. О, есть. Сюда. Халява. Вытащив новую М-ку с первых 10 капсул, я думал, что схватил удачу за хвост и получу еще много нового оружия. Как-никак у меня еще почти 200 тысяч на руках осталось, что примерно равно 100 капсулам. Я давно так не ошибался. Ладно. Проебав почти все деньги, получив несколько оружий на пару дней и только одно навсегда, я отправился протестировать его на десматч. Экспириенс мне абсолютно не понравился, и я решил, что пришло время старого доброго режима Призраки. Он для меня был и есть, пожалуй, самым уникальным модом в данной игре. Честно, я не припомню ни одного даже близко похожего режима в любой другой игре. Нормально. Fight! Я думал, оно не шьется. Не знаю, как вам, но для меня этот режим ассоциируется с тем самым классическим Crossfire. В нем есть какой-то свой необыкновенный шарм, и я это прочувствовал даже с учетом того, что мои соперники поддавались и шли на меня с ножом. Игра неплохо развивается, как технически, так и контентно. В ней появился Battle Pass, целая тонна различных новых скинов, механик, оружия. Вот только есть в этом всем один нюанс. Это все требует денег, и не доллар или два. Персонажи VIP, которые дают тебе мощнейшие pay-to-win перки, стоят по $40, а к ним тебе еще надо VIP оружие взять, которое стоит столько же. А это основное, дополнительное, какой-нибудь ножик. Или вы можете испытать удачу и покрутить капсулы, чтобы получить хорошее оружие, хоть и без перков, но все же оно чаще всего лучше обыкновенного оружия за очки. Вот только с большей вероятностью вы просто получите ничего. Хотя ладно, на денек или два, может, игра вам подкинет пушку. Я абсолютно не удивлен и понимаю, как так получилось, что в свое время эта игра была самой прибыльной из онлайн-игр. Разработчики абсолютно не церемонились, и для них было нормально добавить в тот же режим призраки предметы, которые делают шаги призраков тише или позволяют тебе лучше слышать призраков за донат. Это даже звучит смешно, но именно вот так выглядела и, к сожалению, выглядит дальше игра под названием Crossfire.
Можно словить себя на мысли, неужели игра, которая была настолько популярна во всем мире и получала такие огромные деньги, не получила какого-то внимания извне? А вот и получила, да еще какое. У игры было много попыток сделать шаг вперед. Уже давно был анонсирован Crossfire 2, который уже как кучу лет находится на тестах в Китае. Был Crossfire X от Remedy, разработчиков Control и Alan Wake, но он быстро загнулся. А также достаточно неплохой эпизод сериала Секретный уровень, ну и куча других мелких проектов. А теперь, совсем недавно, был анонсирован Crossfire студии Z Snow Moon, основателями которой являются бывшие разработчики из Infinity Ward и Naughty Dog. И скажу вам, игра выглядит очень даже неплохо, и в этот раз это одиночный шутер от третьего лица. Вот что-что, а этого я абсолютно не ожидал. Особенно учитывая, какой у оригинальной игры незамысловатый сюжет, то это тем более удивляет. А на этом, пожалуй, все. Если вам понравилось данное видео, поставьте лайк и подпишитесь, а также напишите, что для вас значит Crossfire. А с вами был Фейми, до новых встреч.